Ну что, Redmi Note 14 5G, и топить его нельзя, IP64, но мы ради интереса потопим, вдруг он упадет у вас в лоджию. Так, вокруг много ремонтов, канал Пользы.нет, и напоминаю, что так ни в коем случае делать нельзя, но вот он упал у вас в лужу, снимает, и вы думаете, что все, ему пришел конец. Я, кстати, не вижу здесь пузырьков, но IP64 не подразумевает, что он может выжить. Все тесты были проведены до того, как я его топил, и фокус он чего-то... все, поймал. Умрет или нет, расскажу в ролике. Смотрим. Всем привет, вы на канале Пользы.нет, меня зовут Саня, и здесь я для того, чтобы сэкономить ваши средства, потому что сегодня я расскажу вам о смартфоне Redmi Note 14, притом это китайская версия, когда-нибудь он будет в глобале, он вроде бы красивый, но, наверное, на этом все. От утопления он не погиб, с Edit можно на русский язык много чего перевести, каких-то супер недостатков вроде бы нет. Вопрос, сколько он будет стоить в глобалке, скорее всего, также примерно $120. Что, как, почему, что там как отрабатывало, есть ли перспективы у этой модели, вы узнаете в ролике, так же, как и мое мнение в конце. Подписывайтесь на канал с колоколом, не забудьте подписаться на телеграм-канал скидок, потому что Черная пятница впереди, и если на 11.11 суперценников не было, это факт, несмотря на... Опять же, курс, который 100 рублей за доллар. Может быть, хотя бы на Black Friday и киберпонедельник будет. Смотрим. Распаковка. Поставляется данный смартфон в плотной коробке с названием модели и краткими характеристиками. Упаковка обыкновенная. В комплекте мы имеем сам смартфон с наклеенной защитной пленкой, силиконовый чехол, краткое руководство, блок питания на 45 Вт с китайской, разумеется, вилкой, кабель для зарядки с USB-A на Type-C, ключ для извлечения гибридного слота под две сим-карты или сим-карту и карту памяти. Вес смартфона составляет 192 грамма, а габариты 163 на 75 на 12 миллиметров вместе с блоком камер. 7 обзоров в неделю выгружаю, ежемесячно разыгрываю по одному смартфону Poco X6 Pro. Для участия в розыгрыше необходимо подписаться на этот YouTube канал с колоколом, оставить любой осмысленный комментарий больше 5 слов, и либо в комментарии, либо в описании своего канала указать свое имя в Телеграме, и вы автоматически в розыгрыше. Все розыгрыши в конце каждого месяца на стриме. Перейдем же к смартфону. Кстати, еще iPhone 16 на Новый год я разыгрываю. Условия в ролике по ссылке в описании. В продаже есть белая, черная и золотая расцветка данной модели. Дизайн модели отличается от моделей 14 Pro и 14 Pro Plus. Мы имеем смещенный блок камер в одну из сторон тыльной части, пластиковую рамку и тыльную часть. Выглядит по мне смартфон неплохо, и лично мне подобный дизайн слегка больше импонирует, чем дизайн в старших моделях. Но тут все, как говорится, на вкус и цвет. Сборка устройства неплохая, ко всему смартфон имеет стандарт защиты от влаги и пыли, стандарт IP64. Стандартно в начале ролика вы видели, как смартфон справляется с одновременным утоплением и видеосъемкой. Грани прямые со слегка закругленными краями. В руке лежит смартфон в целом хорошо. Далее, на корпусе расположена кнопка питания, качели регулировки громкости, разъем USB Type-C OTG версии 2.0, микрофоны и стереодинамики с поддержкой Dolby Atmos и Xiaomi Sound. Качество звука не лучшее, перекос по громкости между динамиками заметный, но в настройках есть предустановки звучания и даже кастомный эквалайзер. Вибромотор по мощности неплохой, но сама вибрация не лучшая за эту стоимость смартфона. Хорошо, что можно настроить силу вибрации. Удобно, что есть ИК-порт и мини-джек на 3,5 мм. Летим дальше. Смарт оснащен OLED-дисплеем на 6,67 дюйма с разрешением 2712 на 1220 пикселей и защитой Corning Gorilla Glass 5 версии. Плотность пикселей 395 ppi, экран поддерживает HDR10+, имеет цветовой охват 100% DCI-P3. Always On Display в наличии, но только 10-секундный, что неудивительно. По моим тестам на солнце экран выдает 700 люксов, с режимом повышенной яркости 1200 люксов, а в пике 1600 люксов. Функция автоматической регулировки яркости работает корректно, частота обновления экрана максимум 120 Гц, а в настройках можно выбрать динамический режим. Сенсорный отклик не лучший, но экран довольно быстро откликается на 10 касаний одновременно. Показатели же шума выше 15% не поднимаются по радиусу, за что отдельный плюс. Летим дальше. Процессор MediaTek Dimensity 7025 Ultra с техпроцессом 6 нанометров и 8 ядрами, максимальная частота у него 2,5 ГГц, графический процессор AMD BXM8 256, оперативная память LPDDR4X на 6, 8 или 12 гигабайт. Внутренняя же память UFS 2.2, что неплохо, на 128 или 256 гигабайт. Интерфейс HyperOS на базе Android 14 версии, русского языка, разумеется, нет. Можно с Edit что-то там поменять, но вряд ли вы будете заморачиваться, тем более английский уже почти все знают. Play Market устанавливается и все работает. Система же безопасности оснащена сканером отпечатков пальцев, внедренного в кнопку питания, функцией распознавания лиц и стандартными способами
разблокировки. Завести можно 5 раз один и тот же отпечаток пальца, сканер отпечатков пальцев работает неплохо, а функция распознавания лиц отрабатывает без нареканий. Опять же, все учитывается новую категорию, не будем требовать многого. Биометрические данные можно завести до 2 лиц. Что же касается беспроводных возможностей, имеется поддержка Wi-Fi 5 серии, Bluetooth версии 5.3, 5G сетей ниже. Для 4G сетей 7 и 20 бенд отсутствует. Напоминаю, что это китайская версия смартфона. Bluetooth аудиокодеков на борту достаточно. Датчик приближения работает максимально плохо, как и в старших моделях. Запись разговоров в стоке есть и без уведомления собеседника о начале записи, что свойственно для китайских версий. NFC же модуль отсутствует, как и eSIM. GPS данной модели однодиапазонный, за что минус. Тест в городских условиях показывает точность до 1 метра. Далее, емкость аккумулятора 5110 мАч. В PC-марке устройство выдало результат в 9 часов 21 минуту. Work Performance 9880 баллов. Заряжается он в среднем от родного 45-ваттного зарядника за час. Беспроводной зарядки, реверсивной зарядки, разумеется, нету. На YouTube на максимальной яркости по Wi-Fi уходит в среднем 4-5% заряда. В играх я не советую его использовать, потому что он нулевой. Вообще ни в каких, максимум казуалочки какие-то. Вы даже PUBG Lite какой-нибудь там без графики будете играть. Перейдем к тестам. В тротлинг-тесте смартфон выдал 260 гипсов максимум, 256 гипсов в среднем и 223 гипса минимально при 100 потоках 60 минутах. В Geekbench в сингл-коре, что он выбил в 3D-марке и всем остальном вы видите, в Antutu выдал скромные 462 тысячи попугаев, что уже меньше, чем я считаю необходимо для того, чтобы комфортно чем-то пользоваться. Стресс-тест прошел плохо, результаты все видите на экране, возможно с прошивкой что-то допилят, но пока так. Основной сенсор Sony Lite 600 на 50 мегапикселей с апертурой 1.5, оптической стабилизацией и разрешением для видеосъемки 1080p 30 fps. 60 fps недоступны. Макросенсор на 2 мегапикселя с апертурой 2.4, фронтальный на 16 мегапикселей с апертурой 2.4. Максимальное разрешение для съемки видео у него 1080p 30 fps. Короткие примеры вы сейчас увидите, но если кратко, ничего сверхъестественного и невероятного камеры, разумеется, не выдают. Ну, это, конечно, смешно. Максимальное разрешение для видео 1080p 30 fps и максимальный зум X20 цифровой никакой у фото. И здесь максимальный зум X6. Но первое разрешение, конечно, лютейшая печаль. И второе и все. И все. Это, конечно, не камильфо, но вот что есть, то есть. Поснимаю фотки, но они здесь драматично неприятные по мне. И фронталка тоже 1080p 30 fps. Примеры делать не хочется, но надо. Почему? Потому что вы это дело купите. И по поводу роллинг-шаттера вы видите сейчас сами. Я не знаю, сколько этот смарт должен стоить. $100, 120. 1080p 30 fps. Вот такой вот храм. Такая площадь перед храмом. И выглядит все довольно эпичненько. Даже не уменьшительно, ласкательно, а эпично. Что здесь нельзя делать? В футболках можно, раздетым нельзя, говорить нельзя, бейсболку нельзя. Бейсболку снял. Ага, и фотографировать со вспышкой нельзя. То есть в целом без вспышки можно и поснимать. Что мы и сделаем. Вау. Вау. Очень круто. Если можно этот эпитет использовать. Очень красиво, масштабно. И, наверное, больше эпитетов я не смогу использовать. Это не исаакиевский, не давит на тебя купол. Ну, опять же, на меня он давит. Это не значит, что он на вас давит. Пространство огромнейшее. И фронталка там же. Про роллинг-шаттер помню. 1080p 30 fps. Вот так сможете снимать с одной руки. В движении лучше не снимать, но если медленно снимать, очень плавно, что-то может и получится. 1080p 30 fps, собор, и вот там соборная лавка. Здесь парк. Такой вот маленький парк.
дерево и улица. Старый район Белграда. 1080p 30 fps. Вот так будет выглядеть съемка с одной руки на него в Белграде. 550 тысяч раз за ролик в Белграде. Вот такой вот старый город. Много разных зданий. Старых, советских, не только советских. И, разумеется, церковь, трамвай. Ну, все сами видите все. Но если вы будете снимать еду, да, фокус будет тяжело ловиться. Но, как говорится, все, что хорошо выглядит, при любом раскладе будет хорошо выглядеть даже на такую камеру. Я думаю, вы согласны. Вкусно же выглядит. Вот так и надо продавать смартфоны. Давно я не снимал, как кофе варится в гейзерной кофеварке. Кстати, купил красную. Вот так примерно вы сможете записывать данный процесс. Опа, надо увозить. Пока не начало бурлить. И все, финал. Ну что, 1080p 30 fps. Ночная мракобесная съемка. И вот так вы сможете снимать в помещении с освещением довольно неплохим. Ну, то есть сказать кратко, если ночная съемка, лучше ничего на него не снимать. Ни на камеру, ни на фото. Почему? Потому что если вы это смотрите, то я думаю, что вы прекрасно видите просто утрированную, очень-очень мыльную картинку. И лучше подобным ночью не пользоваться. С другой стороны, подожди, не так все и печально. Не так все и печально. Но вот, допустим, себя снимать как раз ночью. Вот такая у вас будет картинка на основной модуль. Это не фронталка. А вот такая вот картинка будет на фронталку. Мракобесие. Но, с другой стороны, можете хоть что-то как-то заснять. А наушники не работают с этим смартфоном. Они просто у меня в ушах. Тестирую новую, 4 с ANC. Запускается очень долго и мучительно, особенно после обновы. Сейчас вы ее видите. Ждем, когда она проснется. Или это обнова была так? Нет, лучше стало. И дубль 2. Нет, все равно подтормаживает. Я не понимаю, почему. Какие-то лютейшие фризы у него. Это не должны быть таковые. Пальцем не помогают. Автофокус сам отрабатывает. И фронталка. Вот такой динамический диапазон. Кстати, если на фронталку будете снимать что-то подобное из разряда птичек, вот так она будет отрабатывать. Немного тигров в зуме X. Получается 6. Помогаю автофокусу. Не помогается никак. Не хочет он. А вот если так, есть. Так есть, но лучше руку убрать. Лучше руку убрать, и вот там он бегает. И обратно пошел. Там тоже тигр. И еще немного живности. И страус там. В X6. И там тоже страус. Тоже в X6. Розовый фламинго, дитя заката, да? Вот такая красивая кошка. 1080p 30 fps и немного пингвинов. Через, получается, стекла. Один большой стеклопакет, видите? Они отдыхают. Как говорится, гуси-гуси, га-га-га. И немного воды. Совсем чуть-чуть.
О, козлы бегают, с ума сходят. В хорошем смысле. Горные козлы. Я бы так не смог бегать по горам, как они бегают. Опа. Как вам динамика? Вечер, маленький парк рядом с зоопарком. Столько примеров, да, лучше бы я их не делал. Но, с другой стороны, зато вы видите, как он работает. Вроде красивый, но снимает он, мягко скажем, на уровне Poco M6, наверное. Минусы: вибромотор мог бы быть и получше, медленная зарядка, пластиковая рамка, виртуальный датчик приближения, слабый процессор и слабые видеовозможности. NFC модулей нету. Опять же, в глобальной версии, скорее всего, будет и с NFC, и без NFC вариант. Цену можете посмотреть по ссылке в описании к видео. Не забудьте подписаться на телеграм-канал скидок, взаимопомощи и мой личный телеграм-канал по ссылкам в описании. Там много всего полезного. Распродажи идут и ноябрь, и декабрь вообще без остановки. И не забывайте, что я на канале для стримов стримы во время распродаж в вертикальном формате провожу. Чаще всего рассказываю одно и то же, плюс-минус. Но если вы не бывалый, то вам может быть полезно. Резюмировать я бы хотел довольно просто. Смотрите, датчик приближения глючит. Может быть, в глобалке будет что-то по-другому. Type-C-шник у нас несимметрично расположен, к сожалению. К сожалению, очень тормозной сканер отпечатков пальцев относительно 14 Pro и 14 Pro Plus. И это естественно. К сожалению, он ничем практически не отличается от того же Poco M6 Pro, который я упоминал в начале, а ходовая цена на него была самая ходовая в районе 13-14 тысяч рублей, и он предлагает те же баллы в Antutu, 1080p 30 fps на основной модуль и на фронтальный, и в принципе, ну вот ничего, играть в него нельзя, снимать на него нельзя, все будет лагать, и 400 тысяч баллов в Antutu это мало для комфортного использования. То есть для кого это получается смартфон? Наверное, для тех, кто не смотрит обзоры, и для тех, кто пойдет в магазин и будет покупать его как бюджетник, притом вариантов бюджетников море, и можно смотреть на бюджетники последних 3 лет, потому что все будут плюс-минус те же тапки, только в профиль. Насколько он хорош? Ну, у него яркий экран, прямые грани, заряжается он за час 0,5, это неплохо. Но сказать, что там комплект у него сразу зарядка на 45 Вт. Но вот эта вот расцветка, какой бы у вас ни был смартфон, 14 Pro или 14 Pro Plus, это очень дешево выглядит. Вот прям мега дешево, опять же, по моему субъективному мнению. А все остальное, то есть всякие там оптические стабилизации, снимает он неплохо или плохо, все это мы видим 5 лет подряд. То есть, как мне правильно говорят, дайте мне альтернативу какого-нибудь, помните, Redmi Note 8 Pro. Вот это была пушка, бомба, гонка. И когда у тебя смартфон, бюджетник, через несколько лет показывает меньше баллов, чем тот же Poco X3 Pro, который я ругал, и он стоил 14 тысяч когда-то, несколько лет назад, там, 3-4 года назад. А это получается хуже и дороже. И где движение? В чем движение? Это китайская версия. Напоминаю, что китайские версии, разумеется, не стоит вообще рассматривать к покупке, только если вы не энтузиаст и не хотите походить с чем-то, что, возможно, не выйдет на глобал. От меня девайсу для китайского рынка с китайскими ценами, а там супер-мега-дроп чуть ли не по цене хлеба, однозначно да. Всем остальным вы теперь знаете, чего ждать. Никакого прорыва они не делают. Ультрабюджетник остается ультрабюджетником с теми же баллами в Antutu, чуть-чуть другими наименованиями процессора, такими же убогими камерами. И, в принципе, единственное, что они добавляют плюсом, таким конкретным, это яркость экрана. Яркость здесь просто космос. 1600 люксов это много. Разумеется, в какие-нибудь PUBG New Light поиграть можно, но повторяюсь, что 14 тысяч баллов в Antutu это уже мало даже для Android-системы. То есть 700 тысяч, как они в следующих моделях твоих Pro Plus сделали, это небольшой запас, но через год-два будет некомфортно. Это будет некомфортно сразу. То есть подлагивание в системе вы будете видеть. Докинуть ли 2000, купить что-то серьезнее? Конечно же, по мне, да. Но это когда вы будете глобал смотреть. Исходники скачиваем в моей личной телеге, приходим на каналы прожарки, польза стримы, там мы обсуждаем все, хотя жарить могу какой-то другой смартфон. Те смартфоны, которые уже были на обзоре, можно и обсудить еще раз. Девайсу в отрыве от стоимости однозначно да, что-то новое сделали. Хорошо, конвейер работает, есть о чем мне рассказывать, а вам слушать. Для покупки однозначно нет. Добра и удачи вам, дорогие друзья!